вчера был день весеннего равноденствия, а сегодня день конца Кали-юги, последней юги из цикла по нисходящему пути. И переходим уже в переходный период. Переходный период, который будет длиться еще 1200 лет. И дальше, если наша цивилизация выживет, или возникнет новая цивилизация, то начнется восходящий цикл, опять к золотому веку. Я хотела вам предложить сделать практику, потому что такой мощный энергетически наполненный день. Вы можете сделать ее сегодня, конечно, и в любой энергетически насыщенный день тоже. Если вы готовы, то сядьте спокойно, откиньтесь на спинку кресла. Желательно делать ее сидя, чтобы ногами касаться пола, заземлиться. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов через полуоткрытый рот. Еще раз вдох и выдох. Можете закрыть глаза, как вам удобно. Вдох и выдох. Это очищающая практика, чтобы оставить все в этом периоде Кали-юги, ничего не брать с собой в новый период. Старое, негативное, полностью очиститься от негативной энергии. Дышим еще раз вдох, выдох. Вдох. Выдох. Дышите в своем ритме. Расслабьтесь. Почувствуйте, как все ваше тело расслабляется. И сейчас представьте перед собой линию вашей жизни. Увидите всю свою жизнь от самого-самого рождения до сегодняшнего дня. И увидите там, на этой линии жизни, какие-то моменты, которые причинили вам боль и страдания. Вспомните эти моменты, вспомните, когда это было. Да, вам было 5 лет, 15, 20, 40, да, вспоминаем эти все периоды, которые вам причинили большую боль, страдания, разочарование. Может, это связано с какими-то людьми. Вспомните этих людей. Почувствуйте ваши эмоции. Какие вы чувствовали тогда? В каждой конкретной ситуации. Но где-то вы чувствовали разочарование в какой-то ситуации. В другой вы чувствовали стыд. В третьей вы чувствовали чувство вины, например. Где-то чувство обиды и так далее. Вы можете сделать эту практику по каждой ситуации отдельно. Хорошо? Сейчас мы просто видим линию жизни. Линию жизни. И крупные такие ситуации, как вот такие вот точки на этой линии жизни, где вам было очень тяжело и было очень много негативных эмоций. Ну, скажем, если по 10-бальной системе они зашкаливали выше 5 баллов, да?
Это были очень негативные эмоции, страх, чувство вины, обиды, стыда, злости. И когда вы поблагодарили все ситуации, которые у вас были, где вы испытывали негативные эмоции, тех людей, которые причинили вам какую-то боль, может быть, страдания, теперь, здесь и сейчас, вы осознали, что это был урок, и поблагодарите их за этот урок. Благодарю каждого за этот урок. Но сегодня мы хотим очиститься и не нести этот груз с собой дальше. Сегодня конец Кали-юги, самой низкой точки во всем цикле нисходящем. И мы хотим оставить все негативные энергии в этом периоде и пойти в новый период чистыми, очищенными от негатива, с полной энергией и с намерениями для очищения себя от сознания эго. Потому что по восходящему циклу, вот в Золотом веке, там доминирует сознание души. Здесь мы пребываем в период Кали-юги, в самой такой нижней точке, в сознании эго. А мы страдаем от этого эго, понимаете? Все наши страдания из-за эго. Потому что когда мы живем в состоянии души, в сознании души, у нас нет страданий. В Золотом веке нет страданий. Давайте себе устроим Золотой век сейчас. Не будем ждать 12 или 13 тысяч лет. Мы не можем столько ждать. И начнем потихоньку переходить в сознание души. И оставить сознание эго здесь, в Кали-юге. Постепенно, не сразу, может быть. И для этого поставьте себе намерение перед собой, перед своей душой. Дайте намерение, что я хочу перейти из сознания эго в сознание души. Такое намерение. Великое намерение. Потому что осознанность для чего дается? Сознание души. Когда мы вспоминаем, кто мы есть на самом деле. Не этот человечек несчастный на земле, у которого столько проблем с финансами, с отношениями, со здоровьем, с предназначением. А это великая душа, которая проходит здесь свой человеческий опыт, которая выбрала этот путь. Если она пришла на землю, она уже великая душа, потому что она хочет эволюционировать, а не просто отдыхать где-то в других мирах, где нет никаких проблем. Она пришла на землю, чтобы эволюционировать. И теперь, поставив такое намерение перед собой, а для этого вам нужно будет делать эту практику много раз, да, осознавать, в каком я сейчас состоянии, эго или души, сознание эго или души. Мы будем вот этот весь пласт негативных энергий, которые, представь себе, да, вот слой, вот такая корка черного цвета, да, вот на нас, на нашем физическом, на тонком теле, ментальном теле, вот, которая не дает нам идти вперед. Мы сейчас будем от этой корки, от этого негативного энергии будем очищаться. И вот сейчас можете закрыть глаза, представьте где-то в этом пространстве, где вы находитесь, которое спокойное, совершенно безопасное. Представьте
какое-то огромное отверстие, из которого идет огонь. Как бы развершийся вулкан, да, и оттуда огонь идет. И вот сейчас вы будете сбрасывать вот в этот огонь, в эту пропасть весь этот груз, который на вас. И это все будет там сгорать. И вот теперь давайте прямо вытаскивайте, мысленно снимайте с себя груз с каждой ситуации, можете представить, да, тех эмоций каких-то очень негативных, да, которые вас тянули вниз и не давали вам получать удовольствие, радость от жизни, парить как душа. Почувствуйте облегчение, спокойствие. Вас ничего не беспокоит. У вас нет негативных эмоций. У вас нет страданий от состояния эго. Вы постепенно начали делать первые шажочки к сознанию души. Когда вы знаете, кто вы и зачем вы пришли на Землю. Дышите глубоко. И теперь можете перейти к своим тонким телам. У нас есть еще, помимо физического тела, 3 тонких тела, которые тесно связаны с ним. Эфирное, астральное и ментальное. Они тесно связаны с нашим физическим телом. Также пройдите, посмотрите, в каком они состоянии. И добавьте туда тоже энергии. Представьте, как серебристый поток идет на вас сверху, поток божественной любви, и очищает все ваши вот эти тела. И вы чувствуете, как вы очищаетесь совершенно полностью. Если где-то что-то там осталось, то вы полностью очищаетесь. И каждый слой, каждое тонкое тело, вся поверхность вашего тела начинают сиять, излучать чистую энергию. И погрузитесь в это сознание души или своего высшего Я, состояние высшего Я, когда вы совершенно спокойны, и у вас есть эмоции, высокие эмоции, такие как безусловная любовь, принятие, спокойствие, чувство эмпатии к другим людям, но спокойное, без переживаний. Потому что мы все это одно. То есть мы чувствуем друг друга, что мы одно целое. Мы космос. Каждый человек — это частичка божественной энергии. И вы одно целое. И вы чувствуете каждый лепесток, каждый цветочек на дереве, или который вот только-только начал пробиваться из-под земли, каждую пчелку и бабочку, которая только вот начинает просыпаться весной из там куколки. Вы чувствуете все вокруг вас. Вы чувствуете ветерок весенний. Вы чувствуете, как облака плывут по небу. Вы чувствуете солнце, как оно теплое, как оно ласкает вашу кожу, как ветерок
треплет ваши волосы. Вы чувствуете все вокруг себя. Представьте все это. И чувствуете такую приятную, тихую радость, спокойствие, удовольствие. Вы знаете, зачем вы пришли на землю, чтобы осознать, кто вы есть, вспомнить, что вы есть та божественная душа, которая пришла, чтобы пройти жизненный путь и получить опыт и знания, и эволюционировать, жить в свое удовольствие. Для этого нужно делать то, что вам нравится. Что вам нравится? Когда мы вспоминаем, кто мы есть, то есть та душа, да, у которой какая-то есть цель, зачем она пришла на землю, начинаем избавляться от сознания эго. Когда мы вспоминаем, что мы есть душа, и что у нас есть цель. Цель — осознать, что мы есть душа, что мы пришли сюда, на землю, пройти наш опыт, получить знания, быть осознанными, принимать все вокруг себя, как какие-то уроки жизненные для нашего опыта. И что мы имеем такую божественную природу, что мы можем творить свою реальность. И для этого у нас есть сверхспособности, но мы о них забыли.